25 часов пути ради этого парня. Я нисколько не жалею. Что-то делает. После долгого пути мы наконец-то добрались до небольшой, очень красивой реки. Места для нас не новые. Дорога, а если быть точнее, ее отсутствие, нас изрядно вымотало. Но родные края встречают нас отличной погодой. Вдохнув свежего воздуха, наполненного влагой чистейшей реки, сразу забыли про усталость. Все ненужные мысли растворились в этой глуши под журчание перекатов и щебет любопытных птиц. Человек в этих краях редкий гость. Времени наблюдать красоты нет, нам предстоит долгий переход вверх по реке. Мы идем ремонтировать избу. Везем с собой тонкое листовое железо для крыши и металлическую печь взамен старой, которая за долгие годы службы местами прогорела. Для этой реки в самый раз подошел бы водомет, но у нас его нет. Для нашего мотора нужна глубина минимум 50 сантиметров. Прогреваем двигатель и отправляемся в путь. На часах 8 вечера. В лодку с мотором укладываем небольшие по объему вещи. К ней буксиром цепляем вторую лодку без мотора. На дно укладываем остатки вещей небольшого габарита. Большую часть пути мы будем тащить лодки за собой. Впереди идет Алексей, тот что справа. Слева мой брат Андрей. Позади мой отец Виктор. Некоторые перекаты приходится преодолевать всей командой, и все равно это легче, чем нести на себе все вещи. Я не могу, я снимаю. Темнеет, над водой стелится туман. С лодки фарватер все сложнее разглядеть сквозь воду. Выстраиваемся вдоль реки и подсказываем путь. На одном из поворотов дорогу нам преграждает поваленное дерево. Этот барьер воспринимаем как забаву. Неожиданные ситуации только раззадоривают нас и вызывают большую жажду приключений. Ствол дерева под водой, мешают пройти только ветки. Спиливаем их бензопилой как можно ближе к стволу, чтобы не порвать сучками лодки. В лодках много вещей, которые делают их неподъемными, чтобы перетащить по суше. Разгружать и снова укладывать снаряжение будем очень долго, да и сухая масса ведущей лодки в сборе 50 килограммов, а вес двигателя 33. Мы потратим значительно меньше силы и времени для преодоления препятствия, даже распиливая ствол дерева. Сумерки сгущаются, пора бы вставать на ночевку. Мой отец уходит вперед, чтобы подыскать хорошее место для стоянки. Мы встречаем его через 10 минут, швартуем лодки к берегу и разбиваем лагерь. Мы знаем, что нужно для хорошего вечера и комфортного сна на природе. Поэтому, не сговариваясь, распределяем обязанности между собой. Заготовка дров, установка палатки, приготовление еды. В этот раз у нас есть все необходимое снаряжение. Лагерь ставим играючи, в считанные минуты. Ты кверх ногами ее ставишь. Ты кверх ногами ее ставишь. Сейчас, подожди, боковухи подраскидаю. Стой, 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 да не крутись ты. Стой, не крутись, Лех. Согни ее слегка, согни. Сгибай. Все, разворачивай давай. Будем спать, да мы будем вообще не хуже, чем на хрониках. Если не лучше. Считай, печки нет, подкидывать не надо никуда. Да.
Хорошо, да, придумал? Одежду-то поешь, сушиться. Замечательно. Ну, не могли, блядь, половину в машине оставить. Вроде все добрали. Да вот как надо искать. Смотри. Впервые в эти места меня привез отец 18 лет назад. Избу с друзьями они поставили 2 годами ранее, и каждый год приезжали сюда на рыбалку и охоту. Река изобилует рыбой, дичи и звери здесь всегда впрок, а места безлюдны. Чужих здесь не бывает. Со временем приезжать сюда стали значительно реже. За последние 5 лет я здесь первый раз. О том, что обвалилась крыша, нам сказал один из друзей отца, который принимал участие в строительстве. Прошлой осенью он был в избе, но ночевать не остался. За это время избу никто не топил, не просушивал. И есть опасения, что она уже непригодна для жилья. Завтра все увидим. Ну что, рыбалка сегодня выдалась неплохая. Хариус клюет, в принципе, нормально, но очень много сходов. Я рыбачу на нулевочку, а Дэн рыбачит на 0,0. В лесенку у него цепляется хариус вполне неплохо. Каких-то трофеев сегодня мы не поймали, но тем не менее, это природа, это все, что с нами происходит, и вызывает такое умиротворение и очень правильные мысли о жизни. Потому что где как не на природе, в тишине, когда нет отвлекающих факторов, посидеть, подумать о жизни, решить некоторые вопросы. Здесь с этим все в порядке. Нормально в кипуречке. Очень четко. Перестали, блядь, кровопийцы, ёпты. В втором спальнике спал. В втором спальнике спал. Круто. Всегда сплю в втором спальнике. Еще подливал, наверное, туда, да, сам. Быстрый завтрак, 20-минутные сборы и снова в путь. Сегодня к вечеру будем на месте. Правее еще бери, еще правее, еще правее. Еще немного правее возьми. Вот так вот, давай, на малых оборотах. Левее слегка возьми, левее. И обратно выруливай, обратно. Ага, во, нормально, давай. Прямо. Так, левее возьми, камень здесь, левее, левее. На малых иди прямо. Давай немного больше газа. Оп! Вообще четко. Стой, стой там пока, сиди. Прошли больше половины пути. Впереди обмелевший участок реки около 20 метров. Это старое русло. За 5 лет здесь многое изменилось. Мы идем изведать новую протоку. Поваленные деревья высоко над водой, значит лодки смогут пройти под ними. Несколько метров вверх по течению и река мельчает. Но участок, через который нужно нести лодки, гораздо меньше, чем на Старице.
По берегам густая растительность, за поворотом и еще поваленные деревья. Чтобы пройти под ними, нужно спиливать ветки, но это ни к чему. Впереди мощный завал. Несколько минут отдыха, пара глотков воды из речки и принимаемся за работу. Лодку с мотором перенесли не разгружая на раз, два, взяли. Вторую хотели по такому же принципу, но она сдалась. Сняли с нее печку, железо и бодрыми, уверенными шагами понесли вперед. После преодоления отмели путь нам преградило поваленное дерево. Всего одно. С шутками и бравадо идем расчищать дорогу. Инструмент значительно упрощает задачу и экономит силы. Андрюха, лови! Время 3 часа дня. Мы идем уже в пути с 9, то есть 6 часов. Один раз была остановка на обед. Небольшие остановочки на перекур. Погода переменчивая. Бывает дует ветер, бывает солнце. Но в целом путешествие отличное. Есть немного мест, где идем на моторе спокойно. Это нам позволяет перевести дух, расслабиться немножко и потом снова волоком по руслу реки волочить лодки. На лодке у нас печка, железо для крыши. Идем на избу сейчас. Я сегодня поймал 2 хариуса уже. Учитывая, что в этом сезоне это моя первая рыба, я очень рад. Это реально классно. Почти мы пришли. Осталось недолго. И начнется отдых у нас. Отдых, рыбалка. Я хочу походить, побросать спиннинг хорошо. Дорога немного изматывает, но в целом река очень красивая. Разный у нее рельеф. Горки, ямки, стремнины, разливы, перекаты, немножко порогов, камни, горы по бокам бывают. Очень красиво. И это все идешь, созерцаешь, любуешься и не замечаешь усталости. Но уже пора отдыхать, хочется отдохнуть. Немножко хотя бы посидеть, выпить чаю горячего и отправиться на рыбалку по реке, ходить налегке. А в целом мы добираемся сюда уже 25 часов. То есть со вчерашнего дня в 2 часа мы выехали из города. Доехали, потом ехали на лодке, добирались
Ну и сегодня время уже 3. То есть 25 часов мы идем, добираемся. Стоит оно того? Да, определенно да. Ну и у нас поход-то не просто в целях отдыха. У нас есть задача, миссия. Нам надо доставить печку и железо на крышу до избы. Это главная самая миссия. Все остальное, рыбалка, отдых, это такая побочная тема. Но нам осталось, вот прям говорят уже совсем немножко. И это так приободряет. Откуда-то берутся силы еще вперед идти. Сейчас немножко тучи проносит, выглядывает солнце. Погода такая очень переменчивая. Пойдем мы дальше. Во время весеннего паводка вода поднимается 1,5 метра, и бурные потоки подмывают берега. Одиночно поваленные деревья через русло реки здесь не редкость. Нам попалось еще изба расположена в лесу, метрах в 300 от реки. Тропа заросла, давно никто сюда не ходил. Но ноги дорогу помнят, и мы сразу находим избу. Непривычно видеть заросшей травой окрестности. Лет 10 назад, когда изба не пустовала более 2 недель, вокруг нее было все вытоптано, и десятки тропинок расходились в разные стороны. В 20 метрах от избы бежал ручей. Всегда был огромный запас дров. Каждый, кто сюда приходил, заготавливал дров больше, чем сжигал. Таким образом, дровяник всегда пополнялся. Вскапывали маленькие клочки земли, садили лук, укроп, петрушку. А рядом росла черная смородина. Чай с ней получался особенно насыщенным и душистым. Покосившийся сруб не предвещал ничего хорошего. Изба сильно просела. В металлической хлебнице всегда был запас продуктов, чай, макароны, несколько банок разных консерв. Раньше запас продуктов хранился в этом деревянном ящике. Зайцы разведали эту информацию, прогрызли его и съели все мучные изделия. Эта фотография была сделана через год после постройки избы. В первую же зиму зайцы прогрызли деревянный ящик, в котором хранились продукты. Зайдя внутрь, стало понятно, что ночевать в этой избе сегодня не будем. Стол прогрызли зайцы, крыша обвалилась, сруб просел сантиметров на 50. Когда-то я мог стоять в полный рост, теперь только согнувшись можно передвигаться. Запах сырости. Вспоминаю, какой была раньше обстановка. Над столом висела керосиновая лампа. Вечерами ее живой огонек освещал избу и наполнял уютом. Чаще всего мы приезжали сюда втроем, я, отец и Андрей. Я любил спать у окна, Андрей ближе к печке. На нем была большая ответственность. Он подбрасывал в печку дрова, чтобы никто не мерз холодными ночами.
Я всегда спал крепко и ничего не слышал, но иногда просыпался. И пока разгорались дрова, мы пили чай с вареньем и снова ложились спать. Утром быстро завтракали и уходили ловить рыбу. У нашей избы двускатная крыша, а решетка на стропилах сделана с небольшими зазорами. Если укладывать только мягкий кровельный материал, то есть вероятность, что сильный ветер может обломать ветки у близко расположенных деревьев, и они повредят покрытие. Также железо помогает равномерно распределить вес снега на обрешетку. Зимой мощность снежного покрова доходит до 2 метров, и весной, когда снег напитывается влагой, он может сломать обрешетку в наиболее уязвимых местах. Перед избой стоял столик и 2 лавки по бокам. Костер делали из 2 сушин большого диаметра. Между ними разжигали огонь и подкидывали небольшие сухие ветки. Очень часто на таких ветках попадалась уснея. Она придавала дыму характерный сладковатый запах. На таком костре удобно готовить, можно легко контролировать жар. Еще раз окинув взглядом окрестности, возвращаемся к реке. Поставленную задачу на этот выезд доставить железо для крыши и печь мы выполнили. Нужно обсудить со всеми, имеет ли смысл ремонтировать эту избу или более рациональным будет ставить новую. Сослужила она нам службу, конечно. Сегодня ночевать будем в палатке на галечной отмели. До вечернего клёва еще есть время, мы пока отдыхаем, наблюдаем за ходом жизни в этих удивительных местах. Греемся на солнце, смотрим, насколько активен Хариус. Хариус всегда был объектом повышенного интереса рыбаков. Все дело в том, что его не так легко поймать, что делает рыбалку полной азарта. Кроме того, Хариус отличается нежным, жирным и очень вкусным мясом, чем-то похожим на мясо молодой форели. Так что ловят его не только ради интереса. Хариус живет только в пресной воде, обычно предпочитает стремительные горные реки с прозрачной холодной водой, выбирая для своих стоянок участки с каменистым и галечным дном. Обитает Хариус также в родниковых озерах, где придерживается обычно галечных и каменистых отмелей. На небольших речушках, наподобие этой, он обычно стоит ниже перекатов и порогов на основной струе. Очень важны для Хариуса надежные укрытия поблизости. Это могут быть подмоины под берегами, нависающие над водой кусты, подводная растительность. Лучший клев бывает в утренние и вечерние часы. Обилие дичи в лесу и Хариуса в реке стали основными критериями выбора места для строительства избы. Но не менее важно было то, что ловля Хариуса в этих водоемах разрешена. Подошло время для вечерней рыбалки. Мы отправляемся вниз по течению за Хариусом, надеясь на удачу. Описать словами это очень сложно, меня до сих пор подколачивает. Сейчас я, наверное, взял самого большого Хариуса в своей жизни. Это была невероятная борьба. Он делал свечки, упирался, очень мощно взял. 25 часов пути ради этого парня. Я нисколько не жалею. Шикарный Хариус. Очень красивая, очень сильная рыба. Я ему благодарен за то, что он решил со мной встретиться. Взял на спиннинг, на маленькую блесенку, вращалочку серебристого цвета. Этого парня мы решили подкоптить на костре. Обильно посолили его изнутри и снаружи. Чтобы он равномерно коптился, нужно раскрыть его и зафиксировать в таком состоянии. Используем небольшие веточки тальника по ширине рыбы, с каждой стороны расщепляя веточку на 2 части и фиксируем как распорку. Хариус такой здоровый просто. О! Так, ну сейчас палочку надо еще брошу. Насаживаем рыбу на острогу и ставим к костру. Жар нам не нужен, нужен дым. Хариуса можно есть сырым, он не болеет опестрохозом и безопасен для человека. Именно в свежем виде только пойманный Хариус имеет тот вкус, за который его прославляют.
При термической обработке вкус меняется. Он не становится хуже, он просто другой. Мы же хотим именно свежего хариуса, но с запахом дымка. Именно поэтому нам и не нужен жар, только дым. С рыбалки я вернулся после захода солнца и отужинал свежим подкопченным хариусом. Хорошие хариусы. Говори. Хариус получился слабого копчения. Он Очень вкусный. единственное, что здесь комары еще слетаются на наш пир, но мы с ними не делимся. Я очень хотел поймать большого хариуса, у меня это получилось. Таких я лаптей не доставал. Собираемся мы скоро ехать домой. Мы идем до базы, где машина оставлена на лодках. Идет отец Дэна спереди, сзади я. И еще Андрей и Денис сзади. Один с удочкой, другой со спиннингом. Рыба еще клюет, поэтому почему бы не продолжить рыбалку. Там будет сбор нас всех, сбор вещей и отправление домой. 3 дня у нас, ну, по большому счету получилось. Шикарные здесь места, очень глухие. Вообще никого не встретили на пути. Ну и оно сразу чувствуется. Хариус прям там булькает. Хорошо так. Места здесь славные. Ямки, и здесь он, я думаю, точно стоит. Сейчас попробую встать и половить. Хариус клюет отменно. Ни с одного переката не ушли без рыбы, но брали далеко не всех. Мелкую рыбешку отпускали. Вот такая малышня ловится на перекатиках. Хорошо взял на 3 крючка. Будем отпускать. Хариус. Очень красивая рыба. Его надо отпускать очень быстро. Все. Ну, все. Как только он воздуха глотает, он становится слабым, а до этого сопротивляется из последних сил. Поэтому долго его на воздухе, если подержать, то все, шансы минимальные у него. Вот такая рыбалочка. Перекатик, спиннинг и удача. Проезжаем наш первый лагерь. И сколько я уже сплавляюсь по этой реке, мне что-то страшно представить, сколько мы вчера расстояния прошли. Реально очень много от этого первого места. А вот в первый день до этого места от машины, короче, уходились вообще по полной. Фитнес такой у нас получился. Выход. Ноги болят. Но настроение отличное. Завершая миссию, мы были довольны результатами. У нас есть железо, чтобы подлатать крышу, новая печь, которая будет отапливать избушку. Отлично проведенное время в глухих и оттого более привлекательных местах. И удачная рыбалка. Около 3 десятков поймали. Ремонтировать старую избу, а может строить новую, на том же месте или в другом. Чтобы принять решение и не жалеть потом о нем, через неделю мы поехали на разведку новых мест на этой же реке. И снова перекаты, и снова повалены деревья. В этих краях мы первый раз, а река более извилистая и мелкая. Много завалов, часто встречаются большие галечные отмели. Ближе к вечеру первого дня вышли на галечный пляж, на нем и решили заночевать. Рядом был завал, он обеспечивал нас дровами все дни. Я поднялся на гору, чтобы осмотреть окрестность. Страшно здесь. Красивый вид. Решил задержаться здесь до вечера.
А вечер был тихим и теплым. Под мерцание костра мы обсуждали планы на завтрашний день. А сегодня река снова нас кормила. Пойманные днем 2 щуки, хариус и окунь стали нашим ужином. Следующее утро было пасмурным, долго поливал дождь, небо сплошь было затянуто тучами, но нас такая погода никогда не останавливала. Чтобы получить результат, нужно действовать. С этими словами Алексей отправился ловить рыбу. Как потом он рассказал, 2 заброса, 2 головля. Пасмурная погода держалась несколько часов, поливая нас кратковременными дождями. Погода менялась очень быстро. В течение 5 минут небо становилось чистым. Жарило солнце и легкий ветерок. Но через 20 минут снова серое небо. Несмотря на капризы природы, хариус все равно хорошо клевал. Своей переменчивостью погода нас только забавляла. Именно за разнообразие и красоту мы любим природу, за то, что она помогает нам понять и познать себя. Иногда преподносит сюрпризы, которые мы не можем разгадать. Этот пень стоит по центру русла реки, корнями уходит в дно, сидит крепко. Как он здесь оказался, мы не смогли понять. Изучая окрестности, мы наткнулись на черничник. Кусты черники росли ровным ковром. Как же много ее здесь. Мы прошли около километра, черничник не заканчивался. Это станет весомым аргументом в выборе места для постройки новой избы. Ягод было немного, а сезон черники уже закончился. Дальше мы нашли немного малины и черной смородины. Обилие ягод привлекает в эти края медведей. Следы косолапого мы видели у реки. Лап! Ну, чтоб медведь не пришел. Встреча с ним в наши планы не входила. Передвигаясь по высокой траве, мы громко заявляли о себе, чтобы он заранее мог нас услышать и уйти к другим кустам. Из ягод Толик сварил варенье и сделал с ними пончики на завтрак. Я никогда раньше не ел в такой глуши свежие, еще горячие пончики с вареньем на завтрак. Мы любим природу еще и потому, что она дарит нам новые ощущения. Лучшее наследство, которое мы можем оставить нашим детям, это знания и опыт. Природа учит жить нас в гармонии с собой, учит новому и дает возможность приобрести опыт, который мы передадим нашим детям, как наши отцы передают его нам. Ну а с вами были мы, лесные. Всем пока! Мы с Денисом давно думаем насчет того, чтобы провести стрим на канале Лесные. Уже к этому было несколько предпосылок. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас есть желание пообщаться с нами вживую, позадавать вопросы, поболтать, посмеяться, пофлудить, пишите. И мы такой стрим обязательно проведем.